Приветствую тебя, дорогой подписчик. На моем канале будет много интересного контента. Подписывайся, ставь палец вверх и оставляй комментарии. Арктика не умеет прощать. Здесь, на краю обитаемого мира, при температуре минус 80 градусов, воздух перестает быть газом. Он становится твердым, как гранит, и острым, как бритва. Каждый вдох обжигает легкие, превращая влагу внутри в микроскопические кристаллы льда. В такую ночь небо не черное, оно седое от ледяной пыли, а луна кажется холодным оком мертвого бога. Марта вышла из своей хижины в этот белый ад не по своей воле. Старый генератор, единственное сердце их маленького дома, захлебнулся и затих. Чтобы запустить его, нужно было добраться до склада с горючим, всего 50 метров по прямой. Но в бурю прямых линий не существует. Мир превратился в хаос из воющего ветра и летящей крошки. Снег доходил ей до груди. Она не шла, она проламывала себе путь, волоча собственное тело, словно чужой, неподъемный груз. На полпути ориентиры исчезли. Марта обернулась, но хижину уже поглотила мгла. Один неверный шаг в сторону, и ты в ловушке сугроба, который станет твоим склепом. Она упала внезапно. Ноги просто отказались подчиняться, превратившись в два ледяных столба. Пальцы рук, скованные варежками, потеряли чувствительность. Марта пыталась закричать, но мороз тут же запечатал рот ледяной коркой. Разум, охваченный паникой, бился в черепной коробке, умоляя: «Сделай хоть что-нибудь, ползи, дыши». Но тело уже сделало свой выбор. Оно начало засыпать, медленно отключая периферию, чтобы сохранить крошечное ядро тепла вокруг сердца. Именно в этот миг, когда грань между жизнью и вечным сном почти стерлась, из белизны возникла тень. Сначала Марта подумала, что это галлюцинация. Маленькая, юркая фигура, чей мех сливался с окружением, подошла почти вплотную. Это была полярная лиса, песец с невероятно глубокими, мудрыми глазами. В них не было ни капли страха, который обычно движет дикими животными, ни голода, который заставляет их преследовать добычу. В этом взгляде читалось некое древнее, спокойное знание. Лиса обнюхала лицо женщины, ее холодный нос коснулся щеки Марты. А затем произошло невероятное. Маленький зверь вцепился зубами в воротник ее тяжелой парки и начал тянуть. Это противоречило всем законам природы. Крошечное существо весом в несколько килограммов пыталось сдвинуть с места взрослого человека. Но лиса не просто тянула, она направляла. Каким-то чудом Марта почувствовала укол адреналина. Она нашла в себе силы опереться на локти. Лиса зарычала, подталкивая ее сзади, кусая за рукав, не давая закрыть глаза. Сантиметр за сантиметром, минута за минутой. Они преодолели это расстояние. Лиса вывела ее к дверям хижины. Марта ввалилась внутрь, рухнув на деревянный пол, а зверь прошмыгнул следом, мгновенно свернувшись калачиком в углу, словно это было самым обычным делом в мире. Тишина дома была обманчивой. Пока Марта пыталась растереть онемевшие руки, снаружи послышался гул мотора. В этих краях случайных гостей не бывает. В дверь забарабанили. Не дожидаясь ответа, засов сорвали. В помещение ворвались трое мужчин. От них пахло дешевым табаком, перегаром и тем особым видом отчаяния, который превращает людей в зверей. В руках у них было оружие, но настоящая угроза исходила от их глаз. Это был голод, не только физический, но и духовный.
Голод по всему, что принадлежит другому. По теплу, еде, вещам, по самой возможности распоряжаться чужой судьбой. «Отойди в сторону, старая!» — прохрипел один из них, отпихивая Марту к стене. Они начали громить хижину, сбрасывали полки, искали консервы, золото, патроны. Марта сжалась в комок, почти не дыша. Любой звук мог спровоцировать насилие. В этот момент она думала не о себе. Она видела, как лиса забилась под старый комод. «Гляди-ка, шуба бегает!» Один из мужчин заметил белый хвост. Он замахнулся прикладом. В Марте что-то надломилось. Она знала, что не может сражаться, но она могла спасти. В центре комнаты под старым ковром скрывался небольшой люк в подвал. Техническое пространство для труб. Когда мародеры отвлеклись на ящик с инструментами в другом углу, Марта сделала резкий выпад. Она схватила лису, та даже не огрызнулась, и нырнула в люк, плотно закрыв его за собой. В подвале было темно и пахло сырой землей. Сверху доносились крики, грохот разбиваемой посуды и тяжелые шаги. Лиса дрожала всем телом. Марта прижала ее к себе, накрыв ладонью маленькую голову. Она поднесла палец к губам и прошептала едва слышно: «Тише». В этом жесте было не просто требование молчать. В нем было обещание. Если выживем, то вместе. Когда мародеры уехали, прихватив все ценное и погрузив в грузовик остатки запасов еды, Марта поняла — оставаться здесь нельзя. Они могут вернуться. Она схватила старое одеяло, остатки сухарей и лису. Они ушли вглубь леса, где старые ели могли хоть немного защитить от ветра. Метель возобновилась с новой силой. Мир снова стал враждебным. Марта рухнула у подножия массивного дерева, чувствуя, что силы на исходе. Снег начал засыпать их, создавая естественный купол. Наступило утро. Холод не отступал, но небо прояснилось. Марта понимала, если она не построит укрытие, следующая ночь станет последней. Израненными дрожащими руками она начала возводить снежную стену, укрепляя ее ветками. И тут лиса удивила ее снова. Зверь не убежал в лес. Лиса начала приносить щепки. Она находила сухие ветки под снегом и приносила их в зубах, складывая в одну кучу. Это было невероятное зрелище. Дикое животное, помогающее человеку добывать дрова. Марта долго пыталась развести огонь. Руки были в ожогах от мороза, спички отсырели. Она использовала старый метод трения, доводя себя до изнеможения. И когда надежда почти угасла, крошечная искра зацепилась за сухой мох. Пламя вспыхнуло. Маленькое, слабое, но в нем была заключена вся жизнь этой планеты. Лиса ушла к берегу замерзшего озера неподалеку. Марта наблюдала, как та внимательно изучает следы на льду. Через час зверь вернулся, неся в зубах крупную рыбу, пойманную в полынье. Они разделили этот ужин у костра. В ту ночь они спали, прижавшись друг к другу, и тепло их тел смешивалось, создавая единственный обитаемый мир в радиусе сотен километров. Но судьба — это не только спасение, это еще и испытание. Люди вернулись. Они выследили их по дыму костра. На этот раз они были злее, их грузовик заглох, и им нужна была месть за холод и неудачи. Они ворвались в импровизированное укрытие. Марта загородила лису собой, но силы были слишком неравны. Один из мужчин с обветренным до черноты лицом грубо оттолкнул женщину. «Иди сюда, тварь пушистая!» Он схватил лису за шкирку. Лиса отчаянно забилась, но человек был сильнее. Ее бросили в металлическую клетку, припасенную в кузове. Марта кричала. Она бежала за грузовиком, пока не упала в снег, хватая ртом ледяной воздух. Но звуки в Арктике
замерзают быстро. Машина исчезла за горизонтом, оставив после себя лишь запах солярки и звенящую мертвую пустоту. Прошли недели. Бури сменялись штилем, но в душе Марты штиля не было. Она вернулась в разоренную хижину. Каждый вечер она сидела у окна, сжимая в руках старую, помятую фотографию. На ней не было лисы, там было просто фото ее семьи, которой давно не стало. Но в сознании Марты этот снимок превратился в символ той связи, которую она обрела в снегах. Она смотрела на дорогу так долго и так пристально, будто сила ее взгляда могла проложить путь назад для маленького существа. Однажды вечером, когда солнце коснулось линии горизонта, окрасив снег в кроваво-красный цвет, Марта увидела на пороге силуэт. Сердце пропустило удар. Она рванула дверь так, что сорвала петли. На снегу, припадая на одну лапу, стояла она. Мех ее был грязным, местами выдранным, но глаза светились все тем же древним спокойствием. Лиса сбежала. Она нашла дорогу через сотни километров ледяной пустыни. Они встретились на пороге. Марта опустилась на колени и просто обняла ее. В этот момент весь холод мира отступил. Неважно, что было снаружи, -40 или -80, внутри них горел огонь, который невозможно потушить. Женщина села в свое старое кресло у камина. Лиса привычно устроилась у нее на коленях, свернувшись теплым клубом. В доме было тихо, но эта тишина больше не была мертвой. Жизнь — это не всегда борьба за самого себя. Иногда она бросает нас в такие условия, где выжить в одиночку технически невозможно. И тогда возникает вопрос, когда все вокруг рушится, когда холод добирается до костей, найдешь ли ты ту самую лису, ту искру смысла или то существо, ради которого стоит сделать еще один шаг? Но есть вопрос еще глубже. В мире, где так много холода и так мало тепла, сможешь ли ты сам стать такой лисой для кого-то другого?